Всем привет, это Денис Вебер. Это Fiat 600 Seicento 1955 года, NSU Prince 4 1961 года, Ford Falcon 1962 года, а это Fiat 124 1966 года. Думаю, что вы точно где-то их видели раньше, и вы будете правы, если так подумали. Все эти модели — прототипы советских машин ЗАЗ-965, ЗАЗ-966, Волга-24 и ВАЗ-2101. Инженеры СССР поступали очень грамотно, брали уже готовые машины и дорабатывали их для советских потребителей. И машины не просто срисовывали или воровали идеи у конкурентов, а заключали официальные соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Думаю, что я, как и многие, до какого-то времени не знал, что ВАЗ-2101 в каком-то роде обладатель звания «Итальянский автомобиль 1967», правда, довольно сильно переделанный под местные условия. Копейка стала первой машиной, выпущенной с Волжского автозавода. И именно она послужила становлению целого семейства классических автомобилей ВАЗ, которые спустя десятилетия можно было увидеть на российских дорогах. Меня и на свете-то не было в момент выпуска авто и даже много лет спустя, но я провел в ней огромное количество часов по пути на дачу и обратно. Реклама автомобилей в 70-х, как и любая другая, не сильно отличалась оригинальностью. Как правило, все ограничивалось натурными съемками и актерами, которые рассказывали, как им повезло стать обладателями такой замечательной машины. Если выключить всю ностальгию, ВАЗ-2101 сейчас сильно устаревшее авто. Копейка не соответствует, наверное, большинству современных требований безопасности, но от этого она не теряет своего статуса легенды. Я подумал, а что было бы, если 2101 выпускали в наше время? С помощью тусклого видео, в котором играют актеры из 70-х, много машин сейчас не продать. Поэтому я решил поностальгировать и создать промо-видео для Копейки так, если бы конвейер на ВАЗе до сих пор работал на полную. В этом видео я расскажу, как создавал модель той самой родной для меня вишневой Копейки, смоделирую кузов, внутренности и даже почти рабочий двигатель. И покажу, как бы это странно сейчас не звучало, рекламный промо-ролик ВАЗ-2101. Досмотрите видео до конца, будет интересно. И не забудьте подписаться на Polyroad, чтобы ничего не пропустить. Для моделирования Копейки было достаточно официальной схемы машины из документации. Я решил делать модель в реальных размерах и подогнал основу под размеры на чертежах. По сути, почти все моделирование заключается в том, чтобы создать только одну часть авто, а другую отзеркалить на противоположную сторону. Честно признаться, я создавал машину в 3D первый раз в жизни. Думаю, что многие вещи можно было сделать гораздо проще. Любая машина состоит из разных частей: кузова, дверей, багажника и капота. В современных моделях зазоры между этими частями меньше, а в Копейке больше. Но мы будем списывать все недостатки машины на возраст. Я начал с крыши, потом добавил лобовые стекла и капот. Основа такого моделирования в том, чтобы смотреть на референсы и пытаться повторить их максимально похоже. Я скачал огромное количество фото, но у Копейки было много модификаций, не считая тех, которые были созданы местными умельцами. И приходилось угадывать, какие из этих частей относятся к оригиналу. Вообще, тюнинг русских авто и авто времен СССР — это отдельная больная для многих тема. Кто-то фанатеет от этого, а других бросает в жар от одной только мысли про заниженные «Жигули». Я решил не издеваться над и без того старой машиной и придерживался классики. Моделирование ВАЗа чем-то напомнило мне танк Т-24, который я создавал в одном из предыдущих видео. Может быть, ходовые качества обеих машин не так сильно и различаются, но дизайн ВАЗа все-таки более изящный. Не буду говорить, что создавать эту модель было легко. Почти каждая часть вызывала у меня какие-то проблемы. Надеюсь, что инженерам ВАЗа было попроще. Даже не знаю, что бы я делал без интернета. Большинство тонкостей или особенностей конструкции не получится рассмотреть, просто глядя на фотографию машины снаружи, поэтому я гуглил отдельные части, с которыми было больше всего сложностей. Я, как обычно, добавил стандартные цвета, чтобы хоть как-то приблизить окончание проекта. Копейка не может похвастаться плавными обтекаемыми формами или необычными дизайнерскими решениями, которыми впечатляют современные модели. А из элементов декора тут разве что стильные металлические вставки, как мне показалось, символизирующие скорость и легкость авто. Я уже на этом этапе создания модели был уверен, что в моей финальной рекламе некоторые части вообще не будут видны. Можно было выставить камеры и добавить для них перемещение, а уже потом моделировать те части, которые попадают в кадр. Но я с самого начала хотел, чтобы во время создания анимации получалось показывать машину с любого ракурса, не задумываясь о том, что попадет в кадр. Копейку легко можно узнать по ее передним фарам. В детстве я только так различал модели ВАЗа. Две
2 круглые фары копейка, 4 шестерка, 2 прямоугольные фары четверка, все же правильно? Я добавил противотуманки и фары для поворотников по бокам. И уже сейчас решил, что фары должны будут участвовать в рекламе, ведь их сильно улучшили со времен оригинальных Fiat 124. Как я и говорил, у копейки огромное количество модификаций. Можно встретить разные типы дворников, обвесов и боковых зеркал. Судя по референсу, это отреставрированная ВАЗ-2101, но мне показалось, что именно эта решетка была и у оригинала. Поправьте меня, если это не так. Думаю, что из всех других моих проектов для этого я делал больше всего деталей. Даже если не считать внутренности двигателя, которые я смоделирую позже, элементов действительно много. Это интересно, но в то же время сильно выматывает, потому что иногда думаешь, что моделирование не закончится никогда. Если я не ошибаюсь, именно на ВАЗ-2101 устанавливали настоящие хромированные бамперы. Если на современных авто большая часть элементов дешевый пластик, который трескается от малейшего удара, в машинах времен копейки можно было тягаться прочностью бамперов. Без колес копейка никуда не поедет. Я решил немного заморочиться и насколько смог повторил протекторы оригинальных заводских шин. Насколько у меня это получилось, судить только вам. Скажу по секрету, в финальном видео никто и никогда не разберет, какой у шин протектор. Я решил, что в рекламе нужно показать внутренности под капотом авто. Обычно те, кто моделирует машины в 3D, не сильно заморачиваются и останавливаются только на внешнем виде, реже салоне. Но я решил пойти немного дальше. Как я всегда говорю, в мелочах кроется вся суть. А если они и не будут заметны в видео, мне самому будет спокойнее, что все было сделано максимально похоже. Не спрашивайте зачем, но я повторил нижнюю часть машины, добавил туда глушитель и несколько других элементов. Я точно не планировал переворачивать авто в рекламе, но с некоторых ракурсов можно будет рассмотреть то, что находится снизу. Пришло время для создания двигателя. У меня до сих пор никогда не было машины, и я понятия не имею, как называются и для чего нужны все эти детали. Но если бы я начал изучать еще и устройство авто со всеми вытекающими, создание видео заняло бы еще пару месяцев. Поэтому я смотрел на фото и моделировал то, что видел, не особо задумываясь, как это должно работать. Главное, побольше проводов и клапанов. Думаю, что именно так рассуждали первые автомобильные конструкторы. Сиденья в копейке больше напоминают кожаные кресла и диваны какого-нибудь начальника. Не помню, насколько удобно было на них сидеть, но выглядят они очень солидно. На дверях машин времен Брежнева было по минимуму элементов управления. Ручка для регулирования поднятия окон, ручка для открывания двери, кнопка замка и в общем-то все. Ни о каких стеклоподъемниках или центральном замке и речи не было. Я решил, что если планировать выпуск копейки в наше время, нужно хотя бы немного приблизиться к современным стандартам безопасности. Раньше конструкторы авто не сильно запаривались по поводу установки ремней безопасности, но в моей машине они все-таки будут. Я почти доделал все элементы авто, и мне осталось моделировать салон, точнее переднюю панель и все, что на ней находится. Спидометр — еще одна узнаваемая черта вазовских машин, хотя я никогда и не водил копейку, но почему-то прекрасно помню его. Через два отверстия с решетками в машину поступает холодный и теплый воздух. Я смоделировал вентиляцию и продолжил разбираться с другими элементами салона по типу прикуривателя и рычага переключения передач. Можно было добавить в ручку розочку и получить плюс 100 крутости авто. Мне оставалось смоделировать буквально несколько моделек перед покраской. 3 педали, ручник, который не особо мешал передвижению авто, даже если был включен, и, конечно же, руль, тоже один из самых узнаваемых элементов всей линейки ВАЗ. Хоть и покраска моя любимая часть в 3D, не скажу, что она дается мне просто. Я потратил еще несколько часов, чтобы подготовить модель для покраски, а потом создал небольшой рекламный ролик для новой копейки, который я покажу вам прямо сейчас.
Я рад был снова возвратиться в то время, когда трава была зеленее, а наша копейка была на ходу. Мне, как обычно, было очень интересно и также сложно создавать это видео. Напишите, какая первая машина была у вас в семье. Кто знает, может быть, у кого-то была именно такая вишневая красавица. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не потерять Poly Road в списке подписок. И до встречи, скоро здесь будет что-то очень крутое.